Всем привет моим подписчикам и гостям канала Hector. Сегодня на обзоре недорогой робот-пылесос Proscenic 830P. Данная модель оснащена гироскопом и датчиками столкновения и перепадом высоты, а также используется интеллектуальная система IPNAS 3.0, с помощью которой он планирует наилучшую траекторию своего перемещения для охвата наибольшей площади уборки. Умеет распознавать ковры, то есть при заезде на ковер он увеличит мощность всасывания до максимальной. Имеются различные режимы уборки, а для управления всеми режимами предусмотрен пульт дистанционного управления и специальное мобильное приложение. На AliExpress Proscenic 830P можно приобрести за 12 тысяч рублей, предоставляется гарантия на 1 год, доставка быстрая, так как отправляют с российского склада. Компания Proscenic была основана в 1998 году, является крупным производителем бытовой техники. Сначала компания производила детали для Panasonic, Hitachi и Philips, а на данный момент компания Proscenic выпускает более 20 собственно разработанных устройств. Это роботы-пылесосы, беспроводные пылесосы, фритюрницы, увлажнители воздуха и другое. Их премиум-продукция продается в странах ЕС, в частности в Германии и Италии, через популярную онлайн-площадку Amazon. Робот-пылесос Proscenic 830P приходит вот в такой коробке, с удобной ручкой и имеется пломбой в виде наклейки. Внутри все надежно упаковано. В комплекте реклама соцсетей компании, мини-инструкция, как подключить пылесос к Wi-Fi и полная инструкция на разных языках, в том числе на русском. Большой резервуар для влажной уборки с махровой салфеткой из микроволокна, зарядная база, пульт дистанционного управления питается от двух батареек типа 3А. Адаптер питания на 19 вольт выдает ток 0,6 ампер. Этого достаточно, чтобы полностью зарядить батарею за 5 часов. Длина кабеля 1,5 метра. Сам робот-пылесос Proscenic 830P, универсальная щетка для чистки пылесоса и две боковые щетки, которые нужно установить на пылесос. Внешний вид у робота очень приятный, выглядит современно. Робот-пылесос качественно собран, ничего не скрипит. Верхняя панель ламинирована, нанесен серебристый логотип и надпись, которую можно перевести как «Бесконечная любовь к семье». Также есть две сенсорные кнопки, это кнопка включения-выключения, и она же запускает автоматическую уборку, подсвечивается синим цветом, при возникновении ошибки красным. Вторая кнопка – это возвращение на базу, также присутствует индикатор Wi-Fi. Также дополнительно о своем состоянии робот информирует с помощью звуковых сигналов. В передней части находится подпружиненный бампер с небольшим ходом. В случаях, когда происходит столкновение, он моментально останавливает движение, а благодаря резиновой полоске по периметру бампера не портит мебель. Под черной тонированной полоской пластика находятся ИК-датчики обнаружения препятствий и зарядной станции. На днище расположены 3 ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос может избежать падения со ступенек, 2 боковые щетки, левая и правая, все подписано, 2 контакта для зарядки, поворотный ролик, при необходимости его можно вытащить. Под крышкой находится литий-ионная батарея 14,4 вольта емкостью 2500 мАч. 2 подпружиненных ведущих кольца диаметром 64,5 мм оснащены резиновыми покрышками с небольшим протектором, от колес 31 мм. Благодаря этому робот-пылесос может преодолеть пороги до 16 мм в высоту. По центру основная щетка, которая вращается во время движения. Чтобы ее достать, нужно снять пластиковую защиту. Такая V-образная лепестково-щетинистая турбощетка отлично собирает пыль, шерсть и мелкий мусор. В задней части находится контейнер для пыли. Нажав на фиксатор, можно отсоединить пылесборник от корпуса робота. На нем есть инструкция, как его открывать и как чистить. Объем 600 мл. И это очень хорошо, чистить приходится раз в неделю. Чтобы мусор не высыпался при извлечении контейнера, всасывающее отверстие закрыто прозрачной пластиной. 4 контакта для питания без коллекторного мотора, который встроен в контейнер. Такое решение можно записать в плюсы, так как если мотор выйдет из строя, то можно просто заказать новый контейнер. К счастью, все расходники и запчасти есть в фирменном магазине Proscenic. Для того, чтобы высыпать мусор, нужно открыть переднюю часть пылесборника. Под верхней крышкой находятся всасывающее отверстие, закрытое металлической сеткой, HEPA-фильтр и мелкоячеистая сетка. Также есть своеобразный индикатор наличия фильтра, выполнен в виде отогнутой металлической полоски. Для влажной уборки полов вместо пылесборника нужно установить модуль для воды объемом 350 мл. На дно бака крепко на липучке прикрепляется махровая салфетка из микроволокна. Вода на салфетку поступает через 6 отверстий на днище модуля. Электромагнитный клапан, установленный в модуле, дозирует вытекание воды. В режиме влажной уборки основная и боковые щеточки вращаются, поэтому немного мусора забрасывается в небольшой отсек в передней части модуля для влажной уборки. Основные технические характеристики представлены на экране. Чтобы было весело управлять и следить за роботом-пылесосом, необходимо установить фирменное приложение Proscenic Home и подружить его с роутером.
Для этого сканируем QR-код или просто вводим название приложения в Play Market или App Store. В приложении нужно пройти регистрацию, там ничего сложного. Нажимаем «Добавить устройство». У Просеник множество различных роботов-пылесосов, отличаются по форме, способу навигации и цене. Есть премиум пылесосы, это M7 Pro и M8 Pro, поставляются с базой самоочистки. Очень хотел бы их протестировать, напишите, хотели бы вы видеть обзоры данных пылесосов. Выбираем 830p, включаем пылесос, зажав кнопку включения. Нажимаем «Потом». На 5 секунд зажимаем кнопку «Возврат на базу», индикатор Wi-Fi начнет мигать. Далее вводим название своей Wi-Fi сети и пароль. Робот-пылесос создаст свою Wi-Fi точку, подключаемся к ней. Возвращаемся в приложение. Ждем окончания подключения. Приложение достаточно простое, все необходимое расположено на одной странице. Разобраться будет несложно, все подписано. Внизу на белой панели размещены все необходимые кнопки управления. Автоперезарядка – это принудительно заставит робот-пылесос вернуться на базу. Автоматическая очистка – это робот будет убирать всю доступную площадь. Крайняя очистка – режим уборки только вдоль стен и препятствий. Зонная очистка – это робот начнет уборку по разворачивающейся спирали вокруг диаметром примерно 1,5 метра. Очистка одной комнаты. Автошвабра – это режим влажной уборки, когда установлен бак для воды. Выбор одного из 3 режимов мощности всасывания и степени увлажнения тряпки. Ручное управление, имитация пульта для ручного управления. В настройках приложения можно изменить название устройства, составить расписание уборки на неделю, причем есть возможность выбрать один из 4 режимов уборки. Можно добавить общий доступ к управлению роботом, полезно для большой семьи. Также поддерживается голосовое управление через Google Alexa. Если у вас нет Wi-Fi сети, управлять можно с помощью комплектного пульта. Все необходимые кнопки продублированы, как в приложении. Переходим к тестам. Запустил робот-пылесос на диване, чтобы проверить, как справляются датчики падения. Причем тут край мягкий и есть вероятность, что пылесос упадет. Также посередине дивана есть углубление, что могло бы стать проблемой для колес в преодолении. Но как видите, ездить не застревает. На краю робот резко тормозит, но не падает, тест пройден. Пыли он собрал достаточно много, я удивлен. На ламинате робот-пылесос отлично справляется с поставленной задачей. По паласу помощник передвигается без проблем, убрал весь мусор. Был очень удивлен наличием функции увеличения мощности всасывания при заезде на ковер. Напомню, робот-пылесос стоит 12 тысяч рублей. Даже в более дорогих пылесосах нет такой функции. 16-мм панель из LDSP он преодолевает без проблем. Проблем с проездом темных покрытий не наблюдается. Черный коврик робот не распознал как перепад высоты, датчики настроены правильно. По наклонной поверхности пылесос легко заезжает, колеса не проскальзывают. По квартире робот-пылесос ездит шустро, двигается змейкой, проходит все комнаты, бывает проезжает несколько раз по одному и тому же месту. Робот-пылесос достаточно точно строит карту помещения в режиме реального времени. Белой линией показывается маршрут уборки. Вдоль стен он проходит на минимальном расстоянии, отлично обходит углы, при обнаружении препятствия замедляет ход и плавно касается поверхности бампером, но в ножки стульев и столов врезается. Хорошо, что на бампере есть резиновая полоска, смягчающая удар. Также данный пылесос поддерживает магнитные ленты, с помощью которых можно обозначить запретные зоны для уборки. Лента продается отдельно. После уборки всей площади помещения робот-пылесос дополнительно проходит периметр каждой комнаты. Базу ищет на ощупь, то есть едет вдоль стены до тех пор, пока не уловит ИК-сигнал с базы. Убрал 18 квадратных метров за 28 минут. Это отличный результат. Заряда осталось 71%. Это при том, что уборка проводилась на максимальной мощности всасывания. Если заряд аккумулятора упадет до 20%, то робот автоматически поедет на подзарядку и после продолжит уборку. Влажную уборку он совершает качественно, тряпку увлажняет равномерно и хорошо освежает пол. Все пятна оттер, тест пройден. После уборки HEPA-фильтр не так сильно забился, его нельзя мыть, но можно очистить щеткой. Сетчатый фильтр остановил большую часть пыли и мусора, вот его можно промыть. Мусор из пылесборника легко высыпается, но на стенках немного остается пыли. Мыть контейнер нельзя, можно протереть влажной тряпкой. Для этого есть доступ сбоку и сверху. Prosenic 830p отлично выполняет свои функции, качественно убирает вдоль стен и углов, не пропуская сложных участков. Большая сила всасывания, увеличение мощности всасывания на коврах, несколько режимов уборки, большой контейнер для пыли и отдельный резервуар для влажной уборки – все это отлично сказывается на качестве уборки.
Управлять пылесосом можно через простое и удобное приложение и пультом дистанционного управления. В целом это отличный робот-пылесос по доступной цене. На этом все, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, группы ВК, Инстаграм и Яндекс.Дзен. Всем пока!